Приветствую, дорогие жители и гости канала Hard City. У микрофона Андрей. Сегодня я приглашаю вас в захватывающее путешествие по итогам моего челленджа «Никогда не покидай Sanctuary Hills». Это не просто город, а настоящий оазис, выкованный из обломков старого мира. Хочу заранее оговориться, я, как обычно, обошелся без излишнего декора, сосредоточившись на развитии инфраструктуры, создании экономики и улучшении построек, которые многие из вас могли видеть в моих прошлых видео. Итог – полноценный город с торговцами, домами, душой и историей. Готовы? Тогда за мной! Начнем экскурсию. Первым делом, приближаясь к Sanctuary, вы заметите его мощный забор. Это не просто стена из хлама, а настоящее произведение искусства, собранное из ржавых обломков, кусков забора, стен и металлических листов, скрепленных с упрямой точностью. Каждая деталь выверена так, чтобы нижний край плотно прилегал к земле, словно обнимая ее, а куски не допускали щелей между собой. Этот забор — воплощение постапокалиптической эстетики. Хаотичный, но продуманный. Грубый, но надежный. На него ушла львиная доля строительного лимита и материалов. В некоторых местах на 1 квадратный метр приходится по 2, 3, а то и больше объектов, создающих симфонию организованного хаоса. Он задает тон всему городу. Пройдем через ворота. Охранные посты я упоминать не стану, они остались почти без изменений, верные своему долгу. Давайте заглянем в дом главного героя, который я восстановил, вдохновляясь довоенной эпохой. Здесь все дышит ностальгией. Гостиная, санузел, спальня и уютная детская. Я сохранил планировку из вступления игры, но оставил нетронутой маленькую кладовку со стиральной машиной, сушилкой и коробкой из-под Котсфорда. Эта коробка как реликвия, уникальный артефакт, который нельзя ни сдвинуть, ни воссоздать без модов. Она стоит на своем месте, напоминая о былых временах. Рядом из старого навеса я соорудил компактный домик, который по совместительству служит парикмахерской. Внутри стены, увешанные старыми картинами, как будто бы в салонах плакаты с прическами и стрижками. Это не просто салон, а уголок уюта, где поселенцы могут почувствовать себя чуть ближе к нормальной жизни. За домом раскинулся небольшой сад, где растут самые ценные культуры пустошей – тошка, кукуруза и мутафрукт, основа для самодельного клея, без которого в содружестве никуда. Чуть дальше расширенная генераторная станция – сердце города. Ее гудящие машины, опутанные проводами, питают светом и энергией весь Sanctuary. Я уже показывал ее создание в старом ролике, но здесь пришлось добавить мощности, чтобы обеспечить растущий город. Вернемся на главную дорогу и заглянем в дом с мастерской. Из еще одного навеса я создал скромное жилье для работяг. Ничего лишнего, минимум мебели и минимум комфорта. А вот довоенный дом полностью отреставрирован. Здесь есть ванная с потрескавшимся полом и картиной котика вместо зеркала, гостиная с продавленным диваном, спальня с обычной расстановкой мебели и уголок с импровизированной кухней. В мастерской находятся станки, а на полках лежат инструменты, готовые к работе. Это дом для местных торговцев, здесь живет элита. За ним находится муравейник, общежитие для работников плантации. Нижний этаж суровый, почти спартанский. Кровати стоят прямо на земле, стены голые, вверху щели, а воздух пропитан запахом сырости и пота. Это место для тех, кто пашет на полях с утра до ночи. Верхний этаж чуть комфортнее, здесь живет управляющий плантацией и его помощник. Есть стол для ведения отчетности и документации. Рядом с муравейником сама плантация, где поселенцы возделывают землю, а в углу стоит кормушка для брамина. Размещение коровы рядом с едой — это не только практично, но и добавляет городу живости и какую-то логичность. Теперь свернем с дороги и проберемся через заросли сорняка. Здесь прячется скромное одноместное жилище с маленькой плитой для готовки. Но главное — его архитектура. Второй этаж — это отдельное здание, которое опирается с одной стороны на фундамент хижины, а с другой на крышу первого дома. Вот на второй этаж с противоположной стороны, что делает планировку довольно интересной. Внутри жилье для 2 человек, с просторной комнатой, но без лишней роскоши. Напротив находится совместный магазин торговцев оружием и броней с прилавками последнего уровня. Над ним настоящая жемчужина – магазин торговца хламом, самого важного человека в Sanctuary. К слову, именно ему я отдал дом главного героя. Без его ресурсов этот город не стоял бы. Магазин выделяется окнами с видом на улицу, отдельной комнатой с прилавком и уникальной кассовой стойкой, напоминающей банковскую, с таким вот окном для обмена. Это не просто функционально, но и создает ощущение защищенности торговца. Позади магазина находится обустроенный прицеп, дом для одного работяги. Простая кровать, ящики, лампа, ничего лишнего. Но именно такие детали делают город живым. Разнообразие жилья от деревянных коробок до металлических прицепов создает иллюзию настоящего поселения, где у каждого своя судьба. Кто-то живет в комфорте, кто-то ютится в тесноте, а кто-то спит почти на земле. Это и есть аутентичность Sanctuary.
Напротив магазина еще один навес, превращенный в скромное жилье для рабочего. Рядом, перед полуразрушенным довоенным домом и за ним, раскинулись маленькие огороды, каждый для одного поселенца. Небольшая пристройка-тамбур у дома решает проблему с установкой дверей и добавляет поселению уникальности. Это единственное здание с такой планировкой. Внутри кухня, совмещенная с гостиной, 2 просторные спальни, 1 маленькая и санузел. Все просто, но аккуратно, даже без декора. Напротив ларек с одеждой и аптека, которые я также показывал в старом ролике. Они до сих пор радуют глаз своим внешним видом. Рядом, выполняя роль и забора, и жилья, стоит старый автобус с навесом перед ним. А напоследок ваша любимая постройка. Теперь уже улучшенный дом на дереве, а ныне же бар на дереве. После ваших отзывов я переработал его, добавив строительные леса для реалистичности. Теперь он гордо возвышается, опираясь на крепкие металлические опоры, и выглядит как настоящий уголок отдыха. Внутри все, что доброму воину нужно. Мягкие диваны, скрипучие кресла, столы, за которыми можно услышать байки о поселениях гулей или ферме роботов, барная стойка, музыкальный автомат, играющий старые мелодии, и освещение, создающее уют даже в этом суровом мире. Вот такой Sanctuary у меня получился. Маленький, но живой городок, выросший из руин довоенного мира. Здесь есть своя экономика, свои истории и своя душа. Напоследок небольшая деталь. Охранники на постах у меня стоят всегда, без отлучек. Я назначил ровно столько поселенцев, сколько постов. 4 поста, 4 поселенца. Это мелочь, но она добавляет порядка. Что до декора, он, конечно, оживляет любую постройку. То тут, то там можно было бы заметить старые бутылки, потрепанные книги или инструменты на полках. Может, уже стоит попробовать моды для строительства и добавить еще больше деталей? Как думаете? Спасибо за просмотр и что были со мной в этом путешествии. Если вам понравился мой Sanctuary, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Ваша поддержка вдохновляет на новые видео. До новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующих роликов. Всем пока.